Твоя судьбоносная встреча. С кем же она будет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, которому по жизни очень много портили кровь, да, вот грубо говоря. То есть это могли быть тот самый нож в спину, это могли быть предательства от близких людей. Это могли быть вот какие-то специальные пакости, вот просто назло, чтобы вас позлить. И это не только касается женщины, это может быть у кого-то по работе, у кого-то от родственников могут быть какие-то пакости. У кого-то может проиграться даже, может быть, люди, которых вы считали в свое время друзьями, приятелями, они могли тоже вам какие-то, ну, такие завистливые палки в колеса ставить. Вы человек очень светлый на самом деле, поэтому вы не приемлете какую-то подлость от людей. Это у нас довольно часто проигрывается в сигнификации, да. Поэтому я уже, в общем-то, не удивляюсь. И когда я опять-таки вижу, да, в сигнификации, что вы человек, который очень надежный. Вот хочется сказать, человек с большой буквы, и это абсолютно не лезть, ребята. Это то, что я вижу, то, что я ощущаю. И знаете, вот к вам можно, наверное, всегда в любую ситуацию, при любом раскладе обратиться, и вы, даже имея не особо большой доход, да, есть среди вас те, которые, ну так, средний доход, может быть, даже кто и ниже среднего дохода имеет, но вы всегда стараетесь помогать. Кому-то словом, кому-то делом, кому-то, может быть, даже последнюю копеечку будете готовы отдать, в зависимости от того, насколько вам близок и важен человек. Давайте-ка сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, ребята, вот вы действительно готовы, ну, последнюю копейку отдать и последнюю рубашку снять, если того требует, ну, какая-то ситуация, да, если нужно чем-то помочь в какой-то сложной ситуации, тем более, если это касается, ну, вашего близкого круга людей. Напишите, готовы вы отдать, либо же вы, может быть, поменяли уже свое отношение к людям, и вы не готовы уже до такой степени помогать. Напишите, всегда очень интересно читать ваши комментарии. Вы человек, который, знаете, опять-таки, вот почему-то мне про помощь опять идет информация. Вот смотрите, вы и сами можете помогать людям, да, очень такой открытый, сердобольный. Но и в то же время, когда вам требуется помощь, вот вы такой человек, который, ну, готов, я не знаю, отплатить, наверное, всем возможным и невозможным. Вы очень благодарный человек. Если вам кто-то когда-то помогал, вы, во-первых, будете это помнить всю жизнь, да, особенно если это какая-то серьезная, значительная помощь. И это не обязательно финансов касается. Вы будете ну просто, я не знаю, до последних дней, наверное, быть благодарными этим людям, которые вам помогали. То есть и сами очень такое чуткий человек, и остаетесь благодарным по отношению к тем, которые протягивают вам руку. Для вас это очень важно, кстати. Для вас важно отношение людей, и вы очень зорко, так своим пристальным взглядом всегда обращаете внимание на то, как люди действуют. Да? Вот вы на поступки по жизни, вы обращаете внимание именно на поступки людей. Слова, ну, вы очень, очень такой мудрый даже человек, я бы сказала, не просто умный, а такой мудрый даже, много повидавший, да, много пудов соли съевший. Поэтому можете прекрасно понять, кто притворяется, кто лицемерит, у кого слова с действиями не совпадают, да. Поэтому очень легко и просто можете отсекать от себя ненужных людей. Возможно, у кого-то проиграется, может быть, либо последнее время, может быть, это, ну, какой-то определенный период, да, вот можете стать более такой медлительный, неторопливый в своих действиях.
У кого-то это может проиграться с возрастом, да, чем старше становишься, тем как-то тяжелее может быть делать что-то, да, то, что раньше казалось на раз-два ты делал, а теперь уже как-то вроде бы тяжеловато, уже силы не те, энергия не та. Очень любите постоянство. Вы человек на самом деле постоянный и не любите менять ни работу, ни женщин. Ну, вам даже как-то некомфортно, если вы начинаете вот что-то менять. Может быть, даже некомфортно, когда вы, ну, что-то по мелочевке меняете, да. Ну, к примеру, там, я не знаю, ну вот, может быть, были у кого-то из вас такие ситуации, когда ну, будучи в отношениях, ну, либо сейчас, если кто из вас еще в отношениях, может быть, жена попросила вас, давай сделаем перестановку мебели. А вам это так было некомфортно, вам не хотелось. Вы уже привыкли, что вот стул там стоит, шкаф там стоит, кровать там стоит. Ну, то есть это такой банальный пример, ну, любите постоянство, вы ну, прикипаете телом и душой и к людям, и к работе, и к обстоятельствам. Другое дело, что кому-то из вас приходилось в силу разных моментов менять женщин, приходилось менять кому-то работу, и даже кому-то из вас приходилось менять место жительства. Но опять же, это было все как-то очень скрипя сердце. Ну, давайте-ка посмотрим, что же за судьбоносная встреча вас ждет. Ух ты, какая красоточка будет. Ну, я думаю, скорее всего, она будет светловолосая, она будет стройняшечка, она будет, ну, очень хороша собой. Женщина будет довольно ухоженная. Ну, вы, в принципе, как мужчина, вы понимаете, что ухоженную женщину, ее всегда видно. Она выделяется в толпе. Она может быть яркой, она очень какая-то такая, знаете, ну, экстравагантная, что ли. Это может быть какая-то необычная яркая одежда. Может быть, стиль у нее какой-то очень такой цепляющий, прикольный такой, знаете, что, ну, не обратить на нее внимания и пройти мимо, но это точно не про вас. Она в то же время, несмотря на свою такую внешнюю, казалось бы, хрупкость, да, может казаться, что она вся такая бедная, несчастная, наивная, да, но на самом деле у нее довольно сильный такой стержень внутри, довольно крепкий, такой стальной характер. Очень часто у мужчин бывает такое, но здесь у женщины проигрывается. Она очень пунктуальная. Она очень обязательная, она всегда старается делать то, что обещает. Она такая, знаете, она женщина, за которую нужно побороться, за которой нужно, может быть, кому-то поохотиться, побегать. Я понимаю, что многие из вас могут сейчас сказать, нет, я уже свое отбегал, я ни за кем не буду. Но поверьте, она настолько сильно зацепит ваше сердечко, вы просто не устоите. Что же еще нам расскажут карты? Что еще нам нужно знать? Что будет? У вас большие шансы начать новую историю любви вместе с этой женщиной. Причем это такая очень красивая история будет, в которой вам будет хорошо обоим. Вы будете как-то вот дополнять, что ли, друг друга, будет очень гармоничный и интим у вас, будет гармонично, ну, все, понимаете? Это человек, с которым, наверное, ну, тяжело очень поссориться. Несмотря на ее такой, казалось бы, ну, непростой, может быть, даже характер. Она четко знает, чего она хочет, она может отстаивать свое мнение, если это потребуется. Да, я не говорю, что она конфликтная, нет. Но просто она может доказывать, допустим, свою правоту, как говорится, в споре рождается истина, да. Она будет вам давать вот какие-то такие, знаете, очень теплые, трепетные ощущения, когда вам просто не захочется с ней расставаться. Для вас, может быть, даже будет мучительно поначалу, вот когда вы будете каждый там по своим домам расходиться, да, пока будете встречаться. Будет очень мучительно переживать вот эту такую маленькую разлуку до следующего свидания.
потому что ну, настолько прикипите к ней телом и душой, настолько будете, ну вот как мальчишки, да, вот вспомните, я думаю, многие из вас влюблялись по молодости. Те ощущения, когда ты ночами не спишь, когда у тебя помимо бабочек в животе, ты считаешь дни, минуты до следующего свидания, ты с нетерпением ждешь звонка либо смс-ку, либо же, ну, я не знаю, у кого-то, может быть, даже и аппетит может пропадать, потому что, ну, очень сильно она вас зацепит. Но в то же время вы будете осторожничать, потому что будете, может быть, даже вот подсознательно, ну, не то чтобы ее проверять, ну, наверное, очень сильно присматриваться, что ли. Потому что, ну, уже вы обожженный, вы такой, знаете, волк, который все повидал в своей жизни. Поэтому вы будете вот свои чувства, вроде бы они вас и будут накрывать, но вы будете пытаться их контролировать. Да, у вас будет сумасшедшая тяга к ней. Вы можете не спать, не есть от страсти, от ожидания, как я уже сказала. Но с другой стороны вы будете включать трезвый ум, холодное сердце и пытаться анализировать, может быть, ваши встречи, там, разговоры, как она делает, что она говорит, насколько она женственна, отзывчива, заботлива. Ну, то есть вот такие вот моменты, которые есть у каждого из вас. У каждого свои предпочтения, у каждого свои желания, да, вот хотелки какие-то, да, по отношению к женщине. Поэтому будете слегонца так прощупывать. Вместе с ней у вас может даже вот как-то в гору пойти карьерный рост. Очень совпадет вот и личная жизнь, и карьера. У кого это проиграется, но это будет такой двойной позитив, двойная радость, потому что ну, может быть, даже подумайте, что она ваш талисманчик, да, такой человечек, который приносит вам удачу. Соответственно, если будет повышение по работе, то, конечно же, будет и прибавление денежки, да, соответственно, потому что должность будет, ну, более высокооплачиваемая, будете чувствовать себя как-то вот более уверенно, более бодрячком, так, потому что, может, даже вы давно уже мечтали об этой должности, либо вам предлагали, но вы еще сомневались по каким-то причинам, но, тем не менее, вы сделаете такой большой-большой рывок и по работе. Что еще нужно вам знать? Вместе с этой женщиной к вам придет вот как будто такое озарение, что ли, либо осознание того, что с кем вы раньше были, с кем вы раньше жили. То есть это такая, может быть, переоценка ценностей. Это могут быть, ну, такие вроде бы воспоминания о тех женщинах, с которыми вы были. Но это будут такие больше негативные воспоминания, потому что если брать сравнение с этой женщиной, которая появится в вашей жизни, но она реально, она будет выигрывать по всем параметрам. И я сейчас не беру даже просто внешность. Здесь даже не во внешности дело, потому что у вас, ваши прежние женщины ну, тоже были, в принципе, ну, довольно недурны собой. И вы это знаете. Просто вот составляющая такая женская человечность, да, вот женственность, какая-то забота и так далее, ну, там оставляла желать лучшего. Поэтому здесь еще внутренняя трансформация, озарение произойдет, и даже те из вас, которые волей-неволей, может быть, иногда ностальгировали по прежним каким-то отношениям, да, вот вроде бы и понимали, что уже все закончилось, но тем не менее очень часто могли вспоминать какие-то моменты. Вы очень четко поймете, что это не тот человек, о котором можно было грустить, жалеть, да, и на что-то надеяться. Поэтому эта дамочка, которая появится в вашей жизни, она еще привнесет вам внутренний такой переворот, да, переоценку, очень четкое переосмысление вообще своей жизни. Те из вас, которые могут быть по жизни, ну, довольно такие, может быть, немножко вспыльчивые, да, импульсивные, вы станете рядом с этой женщиной поспокойней.
даже поменяете свое отношение к деньгам. Те из вас, которые, ну, привыкли, да, особо так не задумываться, куда потратить деньги, на что. Вот пока вы, допустим, сами жили, да, вы могли, ну, сегодня я на одно пойду потрачу, завтра я другое что-то хочу, да, особо не задумываться. С этой женщиной вы станете, может быть, больше бережливым, она вас научит бережливости, она как-то вот повлияет то ли своим таким внутренним еще спокойствием на вас, ваш характер начнет меняться. Вы перестанете совершать какие-то, может быть, импульсивные и необдуманные поступки. Но то, что вы будете как дополнение друг друга, вы будете как две половинки одного целого, вы это почувствуете, ну, очень-очень скоро после знакомства. Потому что помимо того, что одинаковые взгляды на жизнь будут, одинаковые цели, одинаковые какие-то события могут у вас быть в жизни, да, но потом вы поделитесь друг с другом какими-то такими общими важными для вас моментами. Поэтому вот вы как эти попугайчики-неразлучники, да, вот которые у нас на карте нарисованы, ну, настолько будете вот как сиамские близнецы, да. Это такое большое-большое счастье встретить человечка, который, ну, реально на твоей волне, на одной волне вы с ней, и то, что вы будете себя чувствовать, хоть вы и мужчины, да, но вы будете чувствовать себя защищенным рядом с этой женщиной. Ну, в каком плане защищенным? Скорее не так, да, я, наверное, немножко неправильно выразилась. Это скорее будет ощущение надежного тыла, наверное, вот так, да. Ощущение, что ты нужен и любим, ощущение, что тебя принимают таким, какой ты есть. У вас не будет страхов, что а вдруг я что-то не так скажу, а вдруг я опозорюсь, а вдруг она не то подумает, она меня засмеет и так далее. Потому что раньше у вас у кого-то точно были такие мысли, да? Вы боялись своим прежним женщинам что-то сказать о каких-то своих неприятностях, проблемах, да? Либо же там, если что-то болит, потому что знали, что вас либо унизят, либо высмеят, либо еще какую-то гадость сделают, либо скажут, да? Поэтому с этой женщиной вы абсолютно вот расслабитесь и будете вот такими, какие вы есть. Вы будете самими собой. Это будет довольно судьбоносная встреча, от которой вы, ну, никуда не денетесь, потому что это все предрешено. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!